Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Светлана. Я с удовольствием рассказываю вам о тех местах, где я побывала. Но иногда в поездках случаются приключения, о которых я также рассказываю в своих видео. Сегодня мой рассказ о путешествии в средневековый замок Франции, который стал самой большой крепостью Европы. Что я увидела в этом замке и какие у меня были приключения, вы узнаете из моего сегодняшнего видеорассказа. Итак, поехали. От города, где я проживаю, крепость находится не очень далеко, но прямого железнодорожного транспорта нет, поэтому маршрут пришлось планировать с 3 пересадками. В это путешествие я отправилась с компанией, семейной парой Татьяной и Иваном, которые также очень любят путешествовать. Седан оказался небольшим городком, а замок находится практически в центре города, поэтому нам его искать пришлось недолго. Попав на территорию крепости, мы узнали, что входной билет в музейную часть стоит 11 евро. И так как я никогда еще не была ни в одном замке, и это был мой первый опыт подобных экскурсий, я без колебаний заплатила за входной билет. И сейчас вы вместе со мной пройдете по маршруту, который, как мне показалось, не был лишен мистики и загадочности. Начинается маршрут с подземного коридора, выложенного отшлифованными камнями. Это прекрасная локация для съемок исторических фильмов. И вот мы уже на верхней площадке крепости. И пока вы созерцаете прекрасный вид на город, который открывается с этой возвышенности, я вам немного расскажу о самом замке. Начинается строительство замка в 1424 году постройкой 2 башен вокруг церкви. После смерти князя Эберхарда его сын и внук продолжили строительство и укрепили замок круговой террасой с пушками. Нужно сказать, что крепость находится недалеко от границы с Бельгией и занимает площадь 35 тысяч метров квадратных. Несмотря на то, что крепость считается самой большой в Европе, никаких боевых действий на территории крепости не происходило. Крепость использовали в основном как военный гарнизон. Как говорят нам документальные источники, возле Седана состоялись 2 битвы. Первая битва в 1870 году во время франко-прусской войны и второе сражение во время Второй мировой войны в 1940 году, когда немецкие войска ударили по Седану, чтобы начать захват Франции. Что же еще интересного известно из истории Седанской крепости? В начале религиозных войн между католиками и протестантами вокруг Седанской крепости образовалось карликовое государство, суверенное княжество. И только лишь при Людовике XIV территория княжества Седанского вошла в состав Франции. В 1803 году крепость посетил Наполеон Бонапарт. Он получил от принцев Седана в подарок коллекцию доспехов. Сейчас эта коллекция выставлена в музее армии. Рассматривая средневековые артефакты, неподалеку от крепостных стен я увидела установки для метания ядер, так называемые метательные машины,
которые еще называют катапультами. Катапульты метали ядра, бочки с горячей смолой, огромные стрелы до 2 метров. И все же мне показалось, что эти катапульты сделаны по чертежам. Следуя по маршруту, специально разработанному для туристов, я вошла в замок. Я видела, как туда входили люди, и не могла предположить, что меня могло там ожидать. И тут я услышала какие-то крики. Вот и мистика началась, мелькнула мысль. И еще я подумала, что здесь проходит спектакль специально для туристов. С приближением крики усиливались. Приглушенный красный свет придавал загадочности помещению, в которое я попала. Актеров здесь я не нашла, однако оценила придуманную французами историческую локацию. Будто бы попадаешь в те средневековые времена. Настолько выглядит все натурально и органично, будто бы сам становишься участником всех исторических событий. Настолько все интересно продумано, и декорация, и озвучка. Просто молодцы. Прекрасный режиссерский ход, чтобы завлечь туристов и чем-то удивить. Я заметила, что французы искренние патриоты своей страны. Они свято чтут национальные традиции и с глубоким почтением относятся к своей истории. Французы трепетно берегут свои исторические здания, крепости, памятники, соборы. Ведь все это действительно является достоянием французского народа. И сегодняшняя экскурсия в крепость – еще одно подтверждение того, что французы не только любят свою историю, они ее умеют еще умело демонстрировать и интересно преподносить. Спасибо им за это. Маршрут был похож на квест. По стрелкам я вошла в еще одно помещение, уже не надеясь увидеть что-то интересное. Сначала я подумала, что я попала в кафе. Я услышала звон посуды и решила, что здесь отмечают свадьбу. Немного осмотревшись, я поняла, что это все-таки свадьба. И я не ошиблась. Это действительно оказалась сцена из свадьбы Шарлотты де ла Марк и Анри де ла Тур-д'Овернь, знаменитого маршала Франции. Эта княжеская свадьба состоялась в 1591 году. Людей, естественно, за столом я не увидела, но сама атмосфера была настолько завораживающая, что я будто бы чувствовала присутствие этих людей и ощущала сам дух средневековой эпохи. Но это были еще не все сюрпризы, которые ожидали меня в этом зале. Изюминкой этого зала стали говорящие портреты. Вот посмотрите, как мило. Портреты на стенах оживают и разговаривают. Как интересно придумано и, самое главное, неожиданно. Qu'est-ce que c'est que ces tenues? C'est genre de noces. Ma fille, Charlotte, dernière de la marque. Seigneur et prince de Sedan, aujourd'hui se marie. Enfin que personne n'oublie que Sedan existe grâce à moi. Je vis bâtir ce château fort imprenable. Moi, le chambellan de Charles VII, le roi de France. J'ai agrandi.
Notre seigneurie d'une dizaine de possessions, Torcy, Ballan, Bazet. Pardon, cher grand-père, mais nous cherchons plutôt vos intérêts, ce nom. И манекены в средневековых костюмах как нельзя лучше создавали сцены и жизни тех исторических времен. Мне кажется, это очень интересная задумка. В замке для посещения были открыты еще несколько залов и интересных локаций. Некоторые из вас поинтересуются, почему я называю сооружение то замком, то крепостью. И я вам отвечу, что оба эти названия уместны. Однако правильнее назвать это сооружение укрепленным замком, потому что замок действительно укреплен 4 бастионами. А в средние века в этих прекрасных палатах проживали принцы и седанская знать, чтобы чувствовать себя в наибольшей безопасности. Нужно добавить, что замок был открыт для посещений с 1995 года, когда был организован исторический тур. Здесь разместили восковые манекены, иллюстрирующие жизнь в замке во времена князей. В здании замка расположен не только музей, но и 3-звездочный отель, а также пару кафешек. Замок привлекает туристов своей масштабностью и нетипичным видом. Ежегодно его посещают около 60 тысяч туристов. И еще, возле замка каждое лето устраивают рыцарские турниры. А в 3-й уикенд мая здесь проходит средневековый фестиваль, так что можно приехать и посмотреть. Познакомившись в Седане с таким необычным замком, мы с приятелями отправились в обратный путь. Закончилась наша экскурсия по Седану в милом парке, где мы немножко отдохнули, набрали сил на обратную дорогу, которая составляла по времени целых 4 часа. В чем же мои приключения, спросите вы? Наверное, в том, что все было так загадочно, мистично и необычно. И самое главное, неожиданно. Я заканчиваю свой видеорассказ. Если вам понравилось мое видео, поддержите меня лайками, комментариями, чтобы у меня был стимул для дальнейшей работы. С вами была Светлана. До новых встреч на моем канале.